Яхты– это воплощение изысканности и комфорта. Плавучие резиденции, предназначенные для путешествий по самым престижным акваториям планеты. Эти суда, зачастую принадлежащие магнатам, известным личностям и представителям монарших династий, оснащены новейшими технологическими достижениями, изысканными интерьерами и обслуживаются элитными командами. Тем не менее, несмотря на свое великолепие и инженерное совершенство, они не защищены от рисков открытого океана. Даже наиболее внушительные и современные яхты подвержены влиянию стихийных сил, навигационных просчетов и порой фатальных инцидентов. Данное повествование освещает 5 наиболее значимых катастроф в истории мореплавания. Каждый случай представляет собой поразительную неудачу, будь то результат природных условий или человеческого фактора, приведшую к гибели этих многомиллионных плавсредств. Эти происшествия служат напоминанием о том, что вне зависимости от габаритов, яхты могут быть уязвимы перед теми же опасностями, которые веками угрожали жизням мореходов. Одна из наиболее ошеломляющих катастроф в мире роскошных яхт произошла 17 февраля 2012 года, когда 60-метровая суперяхта «Майоги», оцененная в $39 миллионов, затонула в Эгейском море неподалеку от греческого побережья. Сконструированная известной турецкой верфью «Протексан Туркуаз» и спущенная на воду в 2011 году, яхта «Йоги» была оборудована по последнему слову техники и могла похвастаться роскошными жилыми пространствами, бассейном с эффектом бесконечности и всеми удобствами, ожидаемыми от суперяхты. «Йоги» совершала переход из Турции на французскую ривьеру, когда экипаж столкнулся с неблагоприятными погодными условиями. Согласно официальной версии, вследствие отказа двигательной установки и сильного волнения, судно начало набирать воду. Несмотря на многократные сигналы бедствия и попытки стабилизировать яхту, она стремительно накренилась и в итоге ушла под воду. К счастью, все члены экипажа были успешно эвакуированы греческой береговой охраной. Крушение «Йоги» стало загадкой для многих экспертов, учитывая, что яхта была всего лишь годовалой и предположительно спроектирована для противостояния суровым морским условиям. Катастрофа подняла вопросы о конструкции и мореходных качествах крупных современных яхт. Кроме того, она подчеркнула критическую важность наличия надежных аварийных протоколов и систем даже на борту яхт, оснащенных по последнему слову техники. Люксовая суперяхта «Татуш», принадлежавшая соучредителю Microsoft Полу Аллену, считалась одним из самых впечатляющих судов в мире. Однако в июне 2008 года, во время стоянки в Мармарисе, Турция, на этом величественном корабле произошел разрушительный пожар. В момент инцидента яхта проходила плановое техническое обслуживание. По имеющимся данным, возгорание началось на одной из верхних палуб судна и стремительно распространилось по всему кораблю. Несмотря на усилия по тушению пожара, ущерб оказался значительным. Огонь уничтожил несколько палуб, а роскошные интерьеры, включающие кинозал, баскетбольную площадку и несколько бассейнов, подверглись серьезным повреждениям. Хотя «Татуш» не затонула в море, пожар нанес ущерб на миллионы долларов, потребовав масштабной реконструкции. Этот инцидент подчеркнул, что даже самые крупные и технологически продвинутые яхты подвержены риску, особенно когда они не эксплуатируются и находятся на техническом обслуживании. Пожары представляют постоянную угрозу в яхтенных маринах, и данный случай привлек повышенное внимание к мерам пожарной безопасности при проведении ремонтных работ в доках. Еще одним судном класса «Люкс», постигнутым огненной судьбой, оказалась 47-метровая яхта премиум-класса «Леди ММ», созданная известным итальянским судостроителем ESA Yachts. В августе 2020 года во время плавания вблизи итальянского острова Сардиния на борту «Леди ММ» вспыхнул пожар. Команда предприняла попытки ликвидировать возгорание, однако пламя стремительно распространилось, охватив все внутренние помещения яхты.
Истинная причина пожара остается загадкой, но в результате инцидента судно было полностью уничтожено. Экипаж и пассажиры были успешно эвакуированы силами итальянской береговой охраны. Однако, несмотря на все усилия спасателей, яхта погрузилась в глубины Средиземного моря, став очередной трагической жертвой морской стихии. Гибель яхты «Леди ММ» продемонстрировала уязвимость даже современных судов перед лицом пожаров. Этот случай, наряду с другими подобными инцидентами, спровоцировал новое обсуждение эффективности противопожарных систем на борту яхт и подчеркнул критическую важность регулярных тренировок по безопасности и проверок оборудования для предотвращения подобных катастроф. Суи-А, уникальная парусная яхта, была одним из наиболее обсуждаемых плавсредств своей эпохи. Футуристическое судно, принадлежавшее российскому магнату Андрею Мельниченко и спроектированное Филиппом Старком, отличалось высокотехнологичными системами, минималистичным интерьером и передовыми технологиями навигации. Однако в феврале 2017 года это знаковое судно столкнулось с серьезным испытанием при выходе из Гибралтарского пролива. Яхта SEA направлялась к берегам Испании, когда села на мель у волнолома. Вследствие навигационных просчетов и неучтенных приливно-отливных циклов, яхта оказалась в затруднительном положении, получив незначительные повреждения корпуса. Хотя посадка яхты SEA на мель не привела к ее затоплению или серьезным повреждениям, этот инцидент стал неприятным сюрпризом для владельца и экипажа. Посадка на мель, хотя и менее катастрофична по сравнению с затоплением или пожаром, все же представляет значительную угрозу для целостности корпуса и других жизненно важных компонентов. Этот случай послужил напоминанием о том, что даже самые современные и футуристические яхты не застрахованы от элементарных навигационных ошибок. Кисмет – суперяхта, принадлежащая миллиардеру Шахиду Хану, владельцу футбольных клубов Джексонвилл Джагуарс и Фулхэм, является воплощением экстравагантности и роскоши. Однако в 2018 году, находясь в марине Сен-Мартена, Кисмет столкнулась с другим судном. Во время сильного шторма порывистый ветер сорвал Кисмет со швартовых, в результате чего она врезалась в соседнюю яхту. Несмотря на то, что столкновение нанесло существенный ущерб обоим судам, включая вмятины и структурные повреждения, в результате инцидента никто не пострадал. Столкновение Кисмет привлекло внимание к рискам, с которыми сталкиваются яхты даже во время стоянки. Инцидент подчеркнул важность надежных систем швартовки и готовности к штормовым условиям, особенно в регионах, подверженных ураганам, таких как Карибский бассейн. Для яхты такой стоимости, как Кисмет, финансовые последствия ремонта оказались значительными, хотя, к счастью, повреждения поддавались восстановлению. Хрупкость роскоши в морской стихии крушения и катастрофы, постигшие некоторые из самых крупных и роскошных яхт в мире, служат отрезвляющим напоминанием о том, что ни одно судно не застраховано от опасностей моря. Будь то механические неисправности, пожары, посадки на мель или столкновения, эти яхты, символы богатства и расточительности, могут пасть жертвами тех же сил, которые угрожают всем морским судам. Крушение Ми-Йоги и Леди ММ подчеркивает непредсказуемость погодных условий и критическую важность грамотного проектирования и готовности к чрезвычайным ситуациям. Пожары на борту Татуш и Леди ММ демонстрируют разрушительные последствия возгораний даже на судах, оснащенных передовыми системами безопасности. Посадка на мель SYE и столкновение с участием Кисмет акцентируют внимание на том, что человеческий фактор и внешние обстоятельства, такие как шторм, представляют постоянную угрозу, независимо от размера или технологической сложности судна. Уроки, извлеченные из этих происшествий, привели к ужесточению протоколов безопасности, совершенствованию систем пожаротушения и внедрению более передовых технологий, направленных на предотвращение несчастных случаев. Тем не менее, эти инциденты также служат отрезвляющим напоминанием о том, что даже для самых состоятельных владельцев яхт в мире море остается непредсказуемой и зачастую опасной стихией.
По мере увеличения размеров и усложнения конструкции яхт возрастают и риски, с которыми они сталкиваются, делая бдительность и подготовленность столь же важными, как и роскошь, которую они олицетворяют.